тихом и спокойном городе, где жизнь текла неторопливо, а эмоции людей касались друг друга с теплом и искренностью, жила маленькая, но очень дружная семья — мама Джесси и ее сын Том. Каждый новый день они начинали с радостного завтрака, состоящего из горячих восхитительных блинов и свежевыжатого сока. Семейные ритуалы укрепляли их связь, и каждый момент, проведенный вместе, сохранялся в сердце и памяти как светлые знаки любви. Джесси была яркой натурой, полной жизненной энергии. Она верила в важность общения и старалась оставлять все заботы на потом, чтобы время, проведенное с Томом, было действительно запоминающимся. В воскресенье они проводили в долгих прогулках по улочкам города, играли в парке или устраивали уютные вечера настольных игр с попкорном и смехом. Это были дни, полные счастья и теплоты, когда каждый миг ярок, как солнечный свет. Однажды, в обычный понедельник, Джесси оказалась погруженной в повседневные заботы. Убирая на кухне, она с удовольствием убирала игрушки сына и мыла посуду, когда ее внимание привлек неожиданно громкий шум за окнами. Заинтригованная, она выглянула в двор и, к своему удивлению, увидела, как ее сын с сияющей улыбкой на лице несет в руках младенца. «Что?» — произнесла она, подавляя волнение, охватившее ее. Откуда у Тома младенец? Что сделала эта женщина, чтобы бросить его на произвол судьбы? В голове Джесси молчаливыми вопросами крутились мысли. Быстро выбежав на улицу, она подошла к сыну и с тревогой спросила: «Том, что произошло?» «Мама, я увидел малыша, одиноко плачущего в парке. Он был запачкан и испуган, и я не мог пройти мимо. Он выглядел таким беззащитным», — с волнением ответил Том. «Я просто знал, что должен что-то сделать». Эта чудовищно смелая инициатива его удивила. Сам ребенок, всего-то 7 лет, не только обрел свое детство, но и понимал, что иногда нужно быть заботливым, даже когда это сложно. Это был момент, когда Джесси поняла, что ее сын способен на настоящие подвиги. Оказывалось, когда Том был в парке, играя с друзьями, он услышал слабые всхлипывания. Подойдя ближе, он увидел крошечного младенца, прижатого к дереву, с пустым взглядом и заплаканным лицом. Не раздумывая ни мгновения, он подошел и укрыл малыша своей курткой. Сердце Джесси наполнилось гордостью за своего сына, и она ощутила, что его смелость и доброта — это их общий свет. «Мы должны обратиться в полицию», — сказала Джесси, понимая, что это не просто крик сердца, а вопрос здоровья и безопасности. Они сразу же вызвали помощь, и вскоре патруль прибыл, чтобы разобраться с обстоятельствами. Детектив, который пришел на вызов, был буквально поражен мужеством Тома. Он слушал его историю и, благодаря ее смелости, смог быстро собрать информацию. Следующим шагом стало выяснение, кто был матерью малыша. Вскоре выяснилось, что младенца бросила его пьющая мать, которая не хотела заботиться о нем. Эта информация ощеломила Джесси. Она чувствовала муку за ту жизнь, которую ребенок, возможно, никогда не увидит. Полиция приняла меры. Они арестовали женщину за жестокое обращение и стали разрабатывать план, как обеспечить защиту малышу. В этот момент Джесси почувствовала, что этот случай затрагивает не только ее семью, но и все общество. Она, оставаясь в доме, переживала множество эмоций. Гордость за сына, гнев к матери малыша и множество неразрешимых вопросов о том, как мир может быть таким жестоким. Скоро младенца передали в местный детский дом, где ему обеспечили заботу, внимание и любовь, которые он заслуживал. Однако в сердце Джесси оставалась тревога. Она знала, что это лишь временное решение. Вдохновленная подвига своего сына, она решила не просто наблюдать, но и активно действовать. Она организовала план по сборам средств, чтобы не только помочь детскому дому, но и предложить поддержку родителям, столкнувшимся с трудностями. В один из дней, собрав всех своих друзей и соседей, Джесси объявила о создании благотворительного фонда, названного в честь Лео, малыша, который обрел новую семью благодаря доброте Тома. Каждый был удивлен ее искренним желанием сделать что-то важное.
Уже через несколько недель собранные средства позволили организовать различные активности для детей. В детском доме появились новых настольные игры, книги и необходимые вещи, которые помогла собрать сама Джесси. Том с гордостью говорил о том, что его мать делает, и они вместе начали посещать детей, рассказывая им истории и играя в увлекательные игры. Каждый выезд приносил радость и воспоминания, создавая незабываемые связи между людьми. Через полгода дела Лео постепенно уладились, и он начал полностью интегрироваться в детский дом, обретая тепло и поддержку от всех, кто там работал. Все стали чувствовать, что его хорошо заботятся. Однако вскоре произошел новый поворот. Мать Лео, оказавшись на свободе, попыталась вернуть своего ребенка обратно, утверждая, что она изменилась и готова стать хорошей матерью. Это заявление вызвало бурю эмоций у Джесси и Тома, которым предстояло пройти через дополнительные испытания. Как защитить мальчика и одновременно проявить сострадание к женщине, которая когда-то оставила его на произвол судьбы? Как оказать поддержку, если прошлое не прощает ошибок? Невзирая на возможное недовольство и негативные последствия, Джесси решила, что будет честной. Вместо того, чтобы оставить ситуацию на произвол судьбы, семья организовала открытое заседание с социальными работниками, полицией и женщиной, чтобы все могли услышать ее историю. Они позволили женщине рассказать о своих переживаниях, и, находясь в кругу поддержки и понимания, она оказалась на пороге очистительного процесса. И Джесси, и Том чувствовали, что это нововведение откроет новые горизонты, личные и общественные, для всех участников. Это требовало сил, честности и большого желания измениться. Тем не менее, они приняли решение идти по этому пути. С каждой встречей с Лео, который все больше понимал мир вокруг себя, отношения внутри группы становились более искренними. Местные новости начали освещать эту сложную ситуацию, и вскоре вокруг Джесси и Тома образовалась поддержка людей, которые делились своими мнениями о том, что для них значит семья. Время шло, и их история превратилась в дело многих. Удивительно, но вскоре Джесси узнала, что много людей в городе стали вдохновляться ее деятельностью, способствуя созданию общественных организаций, помогающих детям и матерям в сложных ситуациях. Молодежь города также начала участвовать в мероприятиях по сбору средств, озвучивая проблемы, связанные с детьми, остающимися без опеки. Это было прекрасно. Они отразили будущее и принесли надежду в сердца людей. И в этом сообществе Джесси и Том продолжали неустанно работать над распространением своих идей, открывая новые инициативы и проекты. Джесси ощущала, как их усилия приносят свои плоды. Они не только сделали много для детей в трудных ситуациях, но и начали организовывать курсы для матерей о том, как ухаживать за детьми, а также предоставлять поддержку тем, кто нуждается в помощи. Каждая перемена приближала их к конечной цели – дать возможность людям набирать силы и обретать новую надежду. Тогда Джесси и Том даже организовали совместные выходные для матерей и детей, чтобы создать беззаботную и дружелюбную атмосферу, где каждый мог чувствовать себя в безопасности. При поддержке всей семьи и друзей Джесси и Том обрели не только нового члена семьи, но и надежду на лучшее будущее. Они стали хранителями тепла и доброты и готовы были делиться с другими самими простыми, но важными вещами – временем, вниманием и безусловной любовью. Их история о любви, сострадании, силе и вере в людей осталась в сердцах многих, став ярким примером того, что даже в самых сложных ситуациях можно найти надежду и доброту. Люди, которые когда-то были посторонними, теперь сплелись в одно большое сообщество, и эта история вдохновила многих на поиски счастья, заботы и любви в своих жизнях. На фоне этой истории множество матерей, отцов и детей объединялись, создавая настоящую гармонию и силу. Джесси и Том, видя, как их усилия отпечатываются на большом количестве жизней, понимали, что их миссия — это не просто работа, а образ жизни. В конце концов, каждый из них становится светом в чьей-то темноте, и это осознание наделяло их непередаваемой энергией. Так их широкая семья оставила след в истории города.
Историю о любви, сердечности и настоящем тепле, когда кто-то в час беды решается на простой, но важный шаг для спасения другого. Вот такая невероятная, полная вдохновения и человечности история о Джесси, Томе и маленьком Лео. Дорогие друзья, если вам понравилось это увлекательное повествование, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, где вас ждет еще множество увлекательных историй, полных вдохновения и тепла.